Этот эпизод должен получиться не совсем стандартным, а он скорее будет как какая-то такая семейная старая кассета, которую будет хотеться пересмотреть. Для меня, конечно, все эпизоды — это как какой-то мой семейный архив с моментами, которые я проживаю, но в этом эпизоде будет очень важное событие, скорее даже мечта, которая сбудется сразу у двух людей. Я очень долго об этом мечтал и не могу не поделиться этим событием также на этом канале через эпизод. Но начнем мы с того, что вернулась на парковку, что приехала ко мне в гости на свое старое родненькое место. Внимание. Та-дам! Малыха приехала погостить на Ростовское 61-е парковочное место. Мне дали немного на ней покататься, так как эту машину я продал своему товарищу, своему другу здесь. И она, по сути, осталась как бы в компании, осталась на виду. Так что в этом эпизоде она будет с нами. Уже прошел год с момента, как я ее продал. Машина попала реально в хорошие руки. Ее всю обслужили, поменяли вкладыши. Там даже эти клапаны и крышки поменяли. Сейчас покажу. Ляпс, вот же. V8 самый настоящий, легендарный. Вот тут какие-то модные крышки, которые чуть другого материала, потому что родные, они начинают плыть, и прокладка не спасает. Короче, они начинают потеть. Стандартная болячка у крышки, которую в идеале менять после каждой замены, чтобы она вот так не потела. Ну и все обслужено, все на месте, все родненькое, чистенькое. Ну, чуть-чуть пыльное, понятно, но круто, что машина осталась вот так на виду. Приятно на ней наблюдать, и круто, что она в правильных руках у человека, у которого есть возможность за ней следить, обслуживать. Спросите Виталика, почему ты ее не выкупишь обратно? Честно скажу, с удовольствием бы хотел это сделать, но пока что нет такой возможности. Может быть, в ближайшее время что-то у меня получится заработать, и я бы вообще с огромным удовольствием ее выкупил. Я безумно вообще кайфую с ее вида и понимаю, что если хоть какой-то тюнинг на нее накинуть, все, она уже потеряет весь свой шарм, все вот эти хромовые ноздри, все будет казаться лишним. Вот даже чуть-чуть подвеску накинуть, все уже как будто будет не той. Я кайфую с нее, что вот она вся такая стоковая, хорошая. Оба, вот же она, механика, ё-моё. Шепчет. Внешне машина абсолютно никак не изменилась, только вот технически ее обслужили, и все те же колеса. Все, короче, то же самое, даже провисший потолок, который еще с Японии приплыл. Там, видимо, рассохся клей. А так вообще рабочее место идеальное. Короче, ко мне в Дубай из Ростова-на-Дону прилетел главный фанат Формулы-1, и это моя мама. А ты что, так стоишь, тебя не видно? Да. Вот, амбассадор Пимса приехал. Все, погнали спать. Уже несколько лет, несколько сезонов мы вместе следим за этим миром Формулы-1, за всеми интригами, которые там происходят, за эволюцией машин. Наше путешествие начинается вот с этой красотки. Это 21 года машина, на которой у Хэмилтона отобрали титул в Абу-Даби. Да. Ну, вряд ли прям конкретно на ней, но мне кажется, это настоящая машина. Она, конечно, нереальная. Может, она без мотора, но... Вот на такой Шумахер ездил. Ничего, да, вообще нету никакой защиты. Сильно меньше, ну да. Но тут крутой мотор V10. Так, все на клепках. Сейчас точно так же. Все по технологии, но трушно. В то же время просто. И
вот на финальный этап 24 года в Абу-Даби у меня все-таки получилось в последний момент найти билеты и привести главного фаната Льюиса Хэмилтона сюда. Наша? Ну что, ты вообще осознаешь, где ты? Нет. Пока нет? Ну все, ладно. Нет, я, конечно, осознаю, где я. Чтобы это все происходило сейчас со мной. Так, почему мы уверенно сюда пошли? Сейчас я поеду к кое-какой машине, которую по факту показали несколько дней назад, презентовали. И уже сегодня она здесь, в Дубае, стоит на мероприятии. И это машина, которую реально прям хочется увидеть, посмотреть и показать, потому что вряд ли кто-то, кроме меня, покажет еще такую машину. Так что сейчас поедем, посмотрим. Я приехал традиционно, как и в том году, Icons of Porsche, вечеринка Porsche. Встретил тут пацанов. Здорово, москвичи. Как будто вы не здоровы. Ну да. Ну так, чисто для эпизода, Ну что, покажите, на что снимаете. Ну вот, на что. Так, это что у Все, тебя? Sony. У меня 7.4. Альфа 7.3, брат? А7.4, да. А7.4, а у тебя? R5, 35, 1.4, G-Max. Мажор, да? Мажорский даже. Я в Москве базару живу, нет. не то, что мы в Дубае. Все мы уже знаем. GT3 RS. Казалось бы, да, что может быть круче и жирнее со всей этой аэродинамикой, с этим видом, с этим карбоном, дырками. А здесь, значит, линейка Monte Racing, Porsche MR, все вот это вот дела, которые дооснащают стоковые гоночные Porsche. В основном это GT2, GT3. Вот уже по факту старый GT2 RS, новее, конечно, нету, но вот GT2 RS MR, Monte Racing. Понял? Вот в его случае дооснащения самые жирные, потому что у него турбовый мотор, и здесь стоит жирная прошивка. И они еще бывают разные, там вплоть до 1000 сил. Бывают эти GT2 MR. Дальше GT3 992. На него такой скромный кит. Чуть больше спойлер. Что я на рекламе показал? Чуть больше задний спойлер. Чуть жирнее губа, канарды, другие диски, более облегченные, другие колодки и подвеска, по-моему. И все. По-моему, диффузор, кстати, такой же. Ну и турбофаны, которые якобы, вряд ли они как-то влияют на аэродинамику, но они, скорее всего, как-то, может, остужают диск. Такая вообще история у турбофанов. Но, может быть, в этом случае этот колпак работает как-то иначе. Далее, GT4 RS, тоже есть Monte кит, плюс-минус такой же, как и на GT3. Жирок. И внимание, GT3 RS 992, это стоковый. А этот Monte Racing показали 2 дня назад, и вот он уже стоит в Дубае на выставке. GT3 RS 992.1 Monte Racing. Вместо заднего стекла просто карбоновая крышка с вот таким плавником. Еще жирнее заднее крыло, которое также с DRS, с двойным вот этим вот, с моторчиками. В нужный момент можно их открыть и ускориться без лишней прижимной силы. Жирнее диффузор, все вот эти вот крылья, все еще больше стало. Также турбофан. Может, это и не турбофан, не знаю, могу ошибаться. Карбоновый колпак. Это прям фишка Monte Racing, ставить на паршаки эти колпаки. По салону, по-моему, изменений нет. И жирные изменения на морде. Губа теперь держит дополнительные такие стропы, не знаю, как это называется. Дополнительные канарды стоят. Тачка стала за счет дополнительного карбона. Кстати, капот у него либо покрашен в цвет, либо он не карбоновый. Вот это жирная машина. Реально жирная. И по аэродинамике она круче по аэродинамике, чем некоторые кольцевые, именно кольцевые машины. И они сделали еще жирнее, еще легче, еще она на какой-то КВ-8 или КВ-7, супер жирная какая-то у нее подвеска. Также у Monte отдельные какие-то свои тормозные колодки, и в целом не тормозная система, а, я так понял, армированные шланги или какие-то модные шланги с каким-то модным плетением. Более такая она вся боевая. Я не знаю, какое у нее время на Нюрбургринге. Может быть, к моменту выхода эпизода она уже проедет на результат. Но я уверен, это будет одна из
быстрейших вообще машин на Нюрбургринге, на треке. Понятно, что Нюрбургринг это такая история больше маркетинговая, и простой человек вряд ли сможет побить какой-то рекорд даже на этой машине. Это только должны ехать профессионалы в руле, но тем не менее. Я думаю, что она будет по времени ехать вровень с гиперкаром AMG Project One. А это, на секундочку, машина с формульным мотором, и в которой там больше 1000, по-моему, сил. А в этой малыхе тот же мотор, 525 там плюс-минус сил, атмосферный, на ПДК, задний привод. И вот это все в треке просто нереально. Также тут лиманские поршики стоят, классические. Вот этот, кстати, я вижу первый раз, который с фарами от 996. Очень круто он выглядит. Вот это вот, конечно, времена были. 98 год. Представьте вообще, как на этих машинах летали. Блин, я вот, честно, реально люблю Дубай только из-за того, что можно вот увидеть здесь такую историю гоночную. 992 кап, старенький 997. Ну как старенький? Ну уже старенький. И у этих всех машин, ну, наверное, кроме вот этих, аэродинамика хуже, чем у GT3 RS, даже не Monte Racing. Такую Porsche собрать из обычного с вот этими вот расширителями, с таким вот спойлером. Это 997.2 рестайлинг. Каркашины на форточках, но на ней по городу ездить нельзя. Именно вот в этом спеке в каркасе, без салона. А на Monte Racing можно. И ты можешь бахнуть рекорд мировой на треке и поехать домой своим ходом. Я считаю, это отрыв фляги. В целом все плюс-минус так же, как и в том году, но сильно больше стало РСов. Стиль бешеный. Чисто все поколение 911-х турбаков стоит. От самого первого до самого актуального. 992. Скоро, я думаю, покажут рестайлинг. А, кстати, рестайлинг. Та-дам! 992.2. Пока что только GT3. Тоже прям вот-вот его презентовали, и вот он уже стоит. С новой оптикой, как я раньше и говорил, у него убрали отдельные эти поворотники. Все теперь в одной фаре. И на него теперь появился тоже этот Waze Package, но он не сильно жирный. Какие-то карбоновые вставки, наверное, тоже облегченные диски, да и все. Чуть больше карбона. Вот такой рестайлинг сзади. Вроде жирно выглядит. Не могу сказать, что дорестайлинг как-то хуже смотрится. Дорестайлинг просто приелся. Но он... От него, короче, я не отказался. Ну и новые ковши там. Вообще другого вида. Прям новые-новые. Да и вроде бы и все изменения. По мотору, по всем этим моментам все то же самое. Единственное, самое плохое, они убрали аналоговую приборку. Там больше нет стрелки, там теперь чисто электродвиж. Слышишь форму? Топи! А какой топи тут сейчас какая-нибудь камера? Ты слышишь звук? Он Я формульный. слышу звук. Офигеть. Валькирия, что-то там, Астон Мартин. Главное ему в жопу не уехать. Не, ну ты же Слышишь, видишь как он его? работает? Блин, настрой его Он нафиг. формульный. Пипец. Давай разворачиваемся, не? Ты слышишь, как он шуршит? Я слышу. Офигеть. Ну чушь, он так ушел. Блин, я еще не вижу камеры. Обалдеть. Какого за ним лететь. Жесть, как у него передачи На, щелкают. сними его в Не-не-не, окно. снимай, снимай. Он в наушниках едет. Давай, нажми. Как это настроить, да ё-моё. Жесть, что за звук.
Блин, вот гоночная машина, это гоночная машина. Короче, тут только будете слушать звук. А что там? Как мать снимала, Что ничего не видно. Шел. Все, ладно, домой поехал. Не успел я его сфоткать. Финальная подготовка к Гран-при Абу-Даби. Мы решили, что нам нужно одеться как истинные болельщики, да? Так и что в итоге-то, за кого мы болеем? То, что в душе мы за Мерседес, это понятно. Но По факту за Феррари, например, я. так, мама за Феррари. Но у нас ситуация такая, что, понятно, Ферстаппен у нас досрочный чемпион мира, но за него мы никогда и не болели. А вот Кубок конструктора, кто заберет, Макларен или Феррари, вот это решится на Гран-при. И, кстати, на этом Гран-при будет последняя гонка Хэмилтона за Мерседес, поэтому такая уже у меня есть, только она такая чуть-чуть вот такого дизайна, карбоновая а-ля. Ну что, вот из всей мерчухи, которая тут есть, как будто бы самая красивая у Феррари. Это истинный фанат Петроноса. Так, подожди, а когда Хэмилтон будет Феррари, ты за кого будешь болеть? Ну, там видно. А, понятно. Вот же она. Или нет? Нет? Хорошая, согласен. Хорошая. Но, блин, все равно самая красивая одежда почему-то у Феррари. Все какое-то такое, блин, школьное. Посмотрите на этот рэп. Стиль же бешеный. Феррари. Шелл. Голубая. Но она денег стоит пипец. Почти 30 тысяч рублей. Короче, я как истинный фанат Хэмилтона буду поддерживать его на последней гонке. Ну что? Мы будем сегодня на главной трибуне. Конечно, в лифте сниматься. Ну блин, зато где в лифте? Ну что, готов? Вая, смотри прямо, вот же они, наши родненькие. Наши родненькие. Круто, нет? Лучше, чем по телеку. Прикинь. Ну все, мы сегодня прям на старт-финишной прямой будем смотреть. Ну что, пойдем искать места. Вы не представляете, какой она фанат Формулы-1. Мне кажется, это лучшее вообще, что может произойти в жизни. Последний уикенд Хэмилтона. И мы его видим. Мы здесь смотрим в этот маленький глазок мира Формулы-1. Вот что в том году мы с Алиной попали на чуть-чуть совсем. Краем глаза увидели. У меня аж слезы потекли от радости, что сейчас, как только мы поднялись, я чуть сдержался. Ты сейчас офигеешь от звука, когда они проедут. Феррари. Нереально, скажи, просто нереально.
Lotus, Lotus 72. Lotus, Lotus, Lotus 72. É a máquina do tempo e na velocidade não tem igual. E num grande torneio de karatê internacional de Fórmula 1. O nosso brasileiro foi convidado para participar na sua condição de campeão mundial. Na nossa praça de esportes, Interlagos, na nossa capital, São Paulo, terra da garoa. Na curva do laranja ele parou pra tomar uma vitamina. Это для тебя. Это тоже для тебя. А? Звук топ. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Блин, какие они красивые. А? Да, они тренируют старт. Вон Хэмилтон. Езжай сюда, брат. Давай. Ой, хороший. Все ему рады. Давай, Хэм. Блин, как круто ему все рады. Ну как ты? Топ, скажи. И это просто тренировка была. Хорошо. Я в шоке, пацаны, честно. Блин. Вот чисто ради таких моментов стоит жить. Ради вот таких и ради вот таких. Мама счастлива. Это круто. Короче, нам немного повезло. Естественно, вот эта главная трибуна стоит достаточно много денег. Я даже, наверное, не скажу точную цену, но так как сегодня первый день, сегодня пятница, сегодня чисто тренировки, и мой друг, который купил эти билеты, решил сегодня не идти. И поэтому пошли кто? Правильно. Главные фанаты формулы, которые идут на формулу не ради каких-то концертов, которые здесь, а именно ради того, чтобы увидеть вживую эти машины. Поэтому у нас здесь немного all-inclusive. Приятно, приятно. Спасибо кому? Сане. Саня от души. Короче, пацаны, пипец как нравится цвет Aston Martin. И кайф себе кепку. Она тут стоит 500 дирхам, это, конечно, дорого. Но кайф что-то на память купить именно здесь. И я заметил еще одну кепку. Я пипец как долго ее искал. Может быть, ее взять? Или вот Aston Martin. Естественно, с Фернандо Алонсо вот там. Хорошо смотрится. Либо Пирелли. Пирелли более универсальная. Aston Martin такая чуть-чуть не под все подходит. Пишем в комментариях, какой видали. Да, давайте, пацаны, пишите. И в следующем году вернемся, купим, да? Офигеть, это настоящее? Кубок Формулы-1. World Championship. Офигеть, Ника Лауда вижу. Круто как. Льюис Хэмилтон. Вот это вот, я понимаю, доминация была серьезная у Мерседеса.
Но те, кто смотрел вообще, кто следит за Формулой, хотя я уверен, не так много моих зрителей, кто вообще следит за Формулой-1. Поэтому я так больше как зритель снимаю, особо вот это не умничаю там всякими фактами, но Ферстаппен в Бразилии в дождевую гонку с 17 места выиграл и все-таки, конечно, закрыл всем рты и доказал, что он реальный чемпион. На сегодняшний день никто другой не достоин им быть. И учитывая, что у Red Bull сейчас не самая топовая тачка, не самая быстрая, ну, короче, уважение, респект, хоть он мне и не нравится. Вот хоть со стороны чуть-чуть машину покажу. А то пока она у меня была, даже толком ничего с ней не поснимал-то. А она-то вот готова, свежа. Я думал, сейчас соты домонтирую и спокойно поеду уже ее снимать после детейлинга. Пипец, уже, конечно, времени прошло, но круто. Пипец, радуется глаз от этой машинки. Ну что? Садись. Я? Да? Покажешь? Ты ж на мехе меня возила на хоккей. Говорит, на мехе не ездила уже. Сколько ты не ездила? Лет 10? Говорит, сейчас сяду, сходу поеду. Но это, конечно, совершенно другая механика, нежели на которой ты когда-то ездил. Это другая совсем. Ну, в плане она комфортная, она удобная, она гоночная. Удумал, блин. Фига. Фига, а ну, да. Удумал он. чё. Нифига. Сходу чисто. Поворотничек. 400Z. Фига. Чувствуешь, что она гоночная? Вот лучше себя чувствую. Блин, вот я тоже. Вот реально. Механика топ. Я прям очень... Цепка бросилась. Машинка тронулась. Мне вот как-то комфортнее даже. Тормоз тоже привыкни к тормозу, как она. Ты можешь, кстати, нажать кнопку Power. У нее будет чуть такой подхват газа, более резкий. Вообще. Что? Даже не затроило. Ну да, я думал, чуть это. У меня же практика. Круто вообще. Я вообще на 99-й училась. 99-й. Да, я тоже. Давай в левый ряд и на развороты. Все, крутани там 1000 до 6 хотя бы. Да не, по привычке, давай включи вторую. И что, на второй до 6? Да, это гоночный аппарат, ее надо крутить. Смело, блин, дай нам звука. Еще, Маш, еще, смело. Все, езжай. Все, открой. О, хорошо. Все, тормози. Вот это вот уже чувствуешь? Вот это вот уже чувствуется машина, нет? А то, в принципе, с 99-й нет разницы. Вот так надо ездить. 40 знал. Воу-воу-воу. Офигеть. Порядок, пацаны, поняли? Вот так надо двигаться. Ну не, ладно, это мне повезло просто. Тут я докатываюсь, ну сорян. Кайф. Крути. Страшно? Вот так чуть-чуть.
находка. М6 GT3. Таких уже не встретишь. Тем более на треке. Это уже не актуальные гоночные машины. И вот такая вот новая ламба. Это, я так понял, замена Huracan. Но я даже еще не знаю, как она называется. Крутяк. Красивая, кстати. Вообще не знаю, какой у нее мотор. По-моему, V8. Z3 GT3 тоже здесь. Пообщался с чувачком чуть-чуть так, кто на М6 ездит. Он с Голландии, 18 лет ему. Я, правда, не понял, вряд ли они уже на них выступают. Это уже взрослые машины. Но катаются. В каких-то, может, клубных соревах. Но вот это круче любых Хураканов. Пипец, так рад, что встретил такую тачку. Она мне очень нравится. Посмотрите на этот агрессивный вид. Дополнительные фонари, чисто лиман катать. Жир, просто жир, просто восторг. Вся на сетках, вся на каких-то замках. Такая она вся не идеальная, по зазорам, по всему. Чисто настоящий боец. Выхлоп сбоку. И видно, что она прям старая, у нее люто затертое сиденье. Такая, короче, видавшая тачка. Но уже такая раритетная. Все, что можно на карбоне. Охлаждение, спойлер. Такую бы собрать из обычной М6 в таком виде. Ну что? Вот этот день настал. Все, 24-й год, 24-й этап, 16-й в истории на этом треке, и мы здесь. Вчера мы с кайфом посмотрели квалификацию спокойно, дома, по телеку, все поняли, все, никаких проблем. К сожалению, ничего интересного на квалификации не произошло. Феррари, короче, вкратце расскажу, что вообще происходит. Ферстаппен досрочно чемпион мира. Сильно сейчас тошнить не буду, потому что мало кто, я думаю, шарит из тех, кто смотрит этот видос, прям глубоко за формулу. Сейчас идет борьба в Кубке конструкторов. Это как командный зачет. И непонятно, кто выиграет. Либо Феррари, либо Макларен. Вероятно, что Макларен выиграет Кубок конструкторов. Ну и самое главное, Хэмилтон, ради которого мы вообще смотрим формулу. Он тоже ужасно отквалифицировался и, по-моему, стартует то ли 17-й, то ли 18-й, короче. К сожалению, не задался уикенд у него. Но ничего, все равно исторический момент. Вообще этап Формулы-1 делится на 3 дня. Первый день, на котором мы были, это пятница. Это 2 тренировочные сессии, где они просто вкатываются, разминаются, тренируются, прикатываются. В субботу днем еще одна тренировочная сессия и квалификация, на которой решается стартовый ряд. И в воскресенье чисто гонка, где мы и сегодня. Так, пацанва, у нас тут парад пилотов на районе, офигеть. Сейчас мама увидит всех вживую, прям вот так вот, перед ней. Ну и я как бы тоже не особо кого-то видел. Вот же они, лучшие пилоты на сегодняшний день. Кайф. Black Series тоже здесь. Кайф. Сейчас будет старт. Сейчас всей толпой они пронесутся. Видно, конечно, не очень хорошо. Всех балконов нас выгнали. Естественно, это было бы слишком идеально. Ой, кто-то не поехал.
Феррари шансы появились, офигеть! إعادة تلامس بين كل من Офигеть, سيارة Норрис первый, Сайнс второй, шансы есть у Феррари. Ой-ой-ой, что происходит? وأيضا بياسر Сейчас они тут поедут. Это старт, это интрига, блин, много не видно нормально. Я стою в толпе. So I think Max Verstappen can probably expect Ты видела? Пиастри развернула. У Феррари шансы появились. Как нет? Норрис первый, Сайнс второй, Леклер восьмой. У Норриса все равно максимум очков. Леклеру надо подняться повыше, а Норрису чуть-чуть пониже. Ну да. Леклер поднимется по-любому. Ну так красиво, ну вообще жалко, что мы на старте это все не увидели. Да, было бы круто. Но мы бы и не увидели там. И Перес зашел. Перес сошел, да. Ну, Red Bull'у пофиг. А вот Феррари с Маклареном интересно, блин. Короче, я прорвался опять на этот балкон. Чуть-чуть просто показать этой атмосферы. Понятно, что сложно тут все это снять. Очень хотелось, но это технически невозможно круто снять. Это ой-ой-ой, на закате вообще бомба. Что осталось 5 кругов? Норрис первый, базару нет, но Пиастри 11-й. Второй, третий, Феррари. Ночная Яс Марина нереально красивая. Самый крутой, самый красивый ночной трек. Ну напряжно, ну такой прям это, интересная гонка. И все, финальные круги, пацаны, 24-й год. Да, пойдем. Вот меня Виталик помог провести, только это секрет. Никому не говорите. Да, все. Салют. Все. Я трансляцию вижу. Салют, да, на старт-финишной. А, это лодки сигналят. Вау! Все, конец сезона. Кайф. Просто кайф. Блин, кайф, чтобы кто-нибудь пятака тут дал. Хороший! Кайф! Хэмилтон, ждем тебя в Феррари!
Вау! Вау! Для пацана северного, я считаю, это очень круто. Я вообще не ожидал, что когда-то попаду сюда на форму. Брат, от души. Чё, брат? Что на последние круги меня сюда пустил. Офигеть, как круто. Поснял как? Да. Скинуть тебя? Да, будет неплохо, я не успел. Держи, спасибо. Sorry? Все, Хэмилтон. Последняя гонка за Мерседес. Блин, прикинь, целая эпоха. Ты шаришь вообще за формулу? Да, немного. Круто как. Блин, я думаю, это очень трогательно сейчас для него. Ну что, кто забрал? Ты чё? А чё? Смотри, как Льюис вращается. Кто забрал-то? А? А, Макларен Забрали все-таки? Тю, блин. Чё там этот, Хэмилтон? стоит, вращается, скачет. Ну ладно, он же не завершает карьеру. Нет, это Блин, он просто- плачет тоже. Да, это просто очень эмоциональный момент. А сколько там лет уже было? 13 лет Хэмилтон в этой команде. Салют видела? Да. Блин, круто очень. Так а чё Феррари не хватило-то, я так и не понял. И надо было, чтобы Норрис был внизу. Да? Второе, третье недостаточно было? Блин, жалко, конечно. Вроде, если бы он где-то третьим, четвертым хотя бы был бы, по-моему, Да. они тогда забрали Феррари. Ну что, мы часть этой истории. Вот в такой глазочек посмотрели на Формулу-1. Я всем рекомендую, всем советую. Да, но только не на эти билеты, да? Желательно на трибуну. Знаешь, даже на этих билетах все равно очень это Да, здесь присутствовать это круто. Согласен. Этот эпизод пример того, какие сильные эмоции могут вызывать просто машины. Неважно, Формула-1 это или гражданская 92-я. Эти эмоции важнее и сильнее всего. И самое крутое, что их разделяют с тобой самые близкие тебе люди.